Здравствуйте, друзья, с вами Хиакинин Михаил. Сегодня хочу поговорить о нестандартных задачах и способах их решения. Для примера возьмем одну из наших недавних работ – камин в кирпиче под отделку. Те, кто следит за нашими работами, знают, что мы стараемся строить теплоемкие камины, конструкции из кирпича или талькомагнезита, которые способны сохранить тепло в течение нескольких часов после окончания протопки. Об их достоинствах рассказывал неоднократно, но есть и особенность. Вес такого камина, как правило, в районе тонны, а значит необходимо надежное основание, фундамент. Как же быть, если при строительстве дома этот момент был упущен из виду, а желание заказчика иметь теплоемкий камин непреодолимо? Так получилось и в нашем случае. Дом на винтовых сваях, фундамент под камин не предусмотрен. При первоначальном выезде на объект оценили надежность пола в месте установки камина и приняли решение, что кирпичный камин построить можно, но при определенных условиях. Конструкцию проектируем максимально облегченную. Низ и верх камина, а также тыльную стенку противопожарную перегородку из газобетона 100 мм. Эти места в нагреве не участвуют. Среднюю, самую нагреваемую часть, теплоемкое ядро камина, будем строить из кирпича на ребро толщиной 65 мм под дальнейшую отделку. Вес камина 600 кг. Так выглядел проект. Посмотрим за его реализацией. Завезли все материалы на объект и приступаем. Начинаем с изготовления и монтажа стальных ферм под камином. Условия стесненные, но работать можно. При помощи болгарки и сварочного аппарата изготовлены надежные фермы. Основание усилено, можно приступать непосредственно к камину. Перемещаемся в дом. На пол уложен ламинат, его снимаем, стелим ЦСП. Пол закрываем листами ДВП, чтобы не испортить покрытие. Монтируем противопожарную перегородку. Со стороны каминной топки на газобетон будет закреплен еще один слой теплоизоляции с фольгой Rockwell Firebuds. При монтаже такой изоляции следует надежно проклеить все стыки фольгированным скотчем, чтобы в процессе эксплуатации камина и высоких температур не обнажилась основа – базальтовое волокно. Противопожарная стенка растет, подошло время к установке топки. Ставим скамью под топку, регулируем ее по высоте и уровню. Устанавливаем топку, топка здесь чугунная, цельнолитая, производитель Монолит, название ретро, вес 130 кг, мощность 12 кВт, отопление до 240 кубических метров. Такие топки очень часто в последнее время устанавливаем, и отзывы наших заказчиков только положительные. Проверяем все по уровню и начинаем строить облицовку. После первого ряда из газобетона кладем полнотелый кирпич марки М250. В этом месте уже будет нагрев, поэтому используем теплоаккумулирующий материал.
За чугунной кассетой на стенку из газобетона закрепили изоляцию Rockwell. Фольгированная поверхность изолятора будет отражать тепло и передавать его на кирпичные стенки облицовки. Облицовку камина строим из кирпича на ребро. Толщина стенки 65 мм. Как показала практика, такая толщина теплоемкой облицовки самая оптимальная, и нагрев камина достаточно быстро, и теплоотдача нагретой поверхности достигает до 8 часов. Тем самым в ночной период в помещении будет тепло. Переключаемся на монтаж дымохода. Дымоход модульный, изоляция в трубе армированный Rockwell, который со временем от нагрева не просядет в трубе и не образуется пустот. Внутренняя труба из нержавеющей стали AISI 304 1 мм. Эта марка одна из лучших жаропрочных сталей для печей и каминов. Выводим воздуховод для отопления 2 комнат. Чуть позже, при монтаже каркаса для короба из ГКЛ, этот воздуховод будет раздваиваться. Короб готов, вывели 2 воздуховода, установили решетки с жалюзи. Останется отделка, которую будем производить вместе с камином. Камин готов, облицовка черновая. После отделки будет совсем иначе. Процесс отделки камина постараюсь тоже снять на видео, правда будет это не в ближайшее время. Заказчик взял паузу. Как видим, строительство камина из кирпича без фундамента возможно, но требуется тщательная проработка всех нюансов. От слепого копирования лучше воздержаться. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите их в комментариях, с радостью отвечу. Всем пока!